Здравствуйте, дорогие любители вязания! В интернете можно встретить вот такую замечательную фотографию из японского журнала. Вот такая модель с круглой кокеткой. Очень изящная, оригинальная, очень красивая. Эта фотография была нами использована в цикле наших видео о том, как вязать по условным обозначениям из японских схем. Наша подписчица Алена Брауда попросила сделать мастер-класс по вязанию вот такого узора к этой кокетке. Вот схема этого узора. Ну вот, прошу прощения за качество. Мы не нашли лучшего качества в интернете. И как бы долго объяснять не хочется, потому что мы будем вязать ее сейчас, вернее, этот узор мы будем вязать к этой кокетке. Сразу хочу сказать, что лучше всего вязать этот узор по кругу. Конечно, можно и поворотными рядами. В случае, если вы вяжете кофточку на застежке, естественно, вы будете вязать поворотными рядами. Но поворотными рядами вязать намного здесь труднее вот по этой схеме, чем по кругу. Я постоянно говорю, японские схемы просто идеальны для вязания по кругу. Просто вот надо смотреть на схему, читать ряды справа налево, все ряды и вязать. Раппорт узора составляет 28 петель в ширину и 58 рядов в высоту. Кокетка вяжется снизу. Сразу, что будут спрашивать, можно ли вязать эту кокетку сверху, я сразу скажу, я не знаю. Если вязать кокетку снизу вверх, то она у нас кверху будет сужаться. И вот знаки, которые показывают, что мы уменьшаем количество петель в раппорте. Если вязать вещь сверху вниз, то начинаем мы вязать вот как бы вот так. И начинаем с маленького количества петель, и которая потом расширяется, и вот вывязывается этот узор. Наверное, можно, но, знаете, нужно схему переделать. Вместо вот это сужения нужно тут уже прибавлять петли. Вот, и вязать эти уже вот знаки в другом направлении. Ну, как бы теоретически это можно, но на практике мы этого не пробовали. И, в общем, пока я сказать ничего не могу. Вот если попробовать переделать схему и связать, то уже тогда я скажу точно. А так не хочу никого вводить в заблуждение, не знаю. Конечно, вязать по кругу полностью кокетку — это в наши планы никак не входят такие большие вещи. Я хочу попробовать, вот чтобы связать по кругу, ну, я набрала 84 петли, это 3 раппорта я свяжу. Я буду вам показывать вот 28 петель раппорта, я буду показывать на этих 28 петлях мы будем вывязывать узор. Дальше петли я эти буду вязать самостоятельно, в видео включать их не буду, чтобы видео не затягивать, ну и чтобы вам уже одно и то же не смотреть. Ну, так как кокетка сужается, придется, наверное, перейти на чулочные спицы. Я еще не знаю, я вообще не знаю, что получится из этого, так сказать, эксперимента. Такой видео-мастер-класс я делаю первый раз, вот такое маленькое вязание по кругу. Ну, в общем, давайте, мне очень хочется помочь Алене, мне очень хочется помочь вам, всем, кому нравится этот узор и у кого возникают затруднения в его вязании. Сразу хочу сказать, под видео есть информация, нажмите на слово «Еще», и там внизу будет много полезной для вас информации. Ну, а мы давайте будем начинать. Итак, набрали нужное количество петель для нашей кокетки, замкнули в круг. И первый ряд, я здесь 2 ряда провязала, первый ряд мы провязываем лицевыми петлями. Смотрим на схему, смотрим на то, что делаю я, и слушаем то, что я говорю.
Вяжем второй ряд. 11 лицевых. Дальше следует лицевая скрещенная петля. Когда мы вяжем по кругу, у нас петли расположены так, как вязали бы мы поворотными рядами, вязали бы классическими петлями. Вот так лежат петли. И лицевая скрещенная при вязании по кругу просто вяжется, вот подхватываем петельку за заднюю стенку и провязываем лицевой. И она у нас переворачивается. Лицевая скрещенная один раз и лицевая скрещенная второй раз. 2 лицевых скрещенных мы провязали. Дальше у нас будет 15 лицевых. Вот, мы провязали раппорт, 11 лицевых, 2 лицевых скрещенных и 15 лицевых. Дальше я буду повторять этот раппорт еще 2 раза. У меня 3 раппорта, как я уже говорила. Вяжем третий ряд. 11 лицевых. И теперь 2 лицевые скрещенные мы перекрещиваем следующим образом. Оставляем одну петельку на дополнительной спице за работой, или вот так меняем их местами. Провязываем лицевую скрещенную, вот так же за заднюю стеночку провязываем, и провязываем лицевую скрещенную, которая была у нас за работой. Вот так мы перекрестили 2 петельки, и дальше вяжем 15 лицевых. Это у нас закончится один раппорт. И я продолжаю вязание дальше. Вяжем 4-й ряд. 10 лицевых. Теперь 2 петли перекрещиваем вправо. Точно так же меняем их местами или оставляем одну петлю на дополнительной спице за работой. Провязываем лицевую скрещенную. И петлю с дополнительной спицей мы тоже провязываем лицевой скрещенной. И 2 петли перекрещиваем в левую сторону. Одну оставляем на дополнительной спице перед работой, провязываем лицевую скрещенную, и петлю с дополнительной спицы мы провязываем лицевую скрещенную. Все петли лицевые скрещенные мы вяжем за задние стенки. Вот так должно получиться. Дальше до конца раппорта у нас будет 14 лицевых. Вяжем 5-й ряд. 9 лицевых. Теперь нам нужно перекрестить вправо 3 петли. Мы одну петлю оставляем на дополнительной спице за работой. Я не пользуюсь дополнительными спицами, когда перекрещиваю маленькое количество петель. Провязываем 2 лицевые скрещенные за задние стенки. И петля с дополнительной спицы у нас провязывается изнаночной. Теперь 3 петли перекрещиваем в левую сторону. 2 петли оставляем на дополнительной спице перед работой. Провязываем изнаночную петлю. И петли с дополнительной спицы мы провязываем лицевыми скрещенными.
за задние стенки. Дальше до конца раппорта вяжем 13 лицевых и повторяем следующий раппорт. Я совсем забыла вам сказать, просто упустила. Вот 3 черных вот таких знака обозначают, что здесь пришиваются бусинки. Вот посмотрите внимательно на фото модели. Здесь у нас пришиваются бусинки. И вот здесь вот показаны вот цветочки, они вышиваются. Они не ввязываются, цветочки вышиваются после того, как мы свяжем уже кокетку. Вот это я забыла сказать, прошу прощения. Вяжем 6-й ряд, 8 лицевых, и снова перекрещиваем 3 петли в правую сторону, оставляем одну на дополнительной спице за работой, провязываем 2 лицевые за заднюю стенку, 2 лицевые скрещенные, провязываем петлю с дополнительной спицы изнаночной. Дальше у нас будет 2 изнаночных и 3 петельки перекрещиваем в левую сторону, 2 на дополнительной спице перед работой, провязываем изнаночную петлю и петли с дополнительной спицы мы провязываем лицевыми скрещенными за задние стенки. И до конца раппорта у нас будет 12 лицевых. Седьмой ряд провязываем. Здесь у нас петли провязываются по рисунку, то есть так, как они перед нами лежат. Провязываем 8 лицевых, две лицевые скрещенные, не забываем провязывать их за задние стенки, 4 изнаночных, 2 лицевые скрещенные и 12 лицевых до конца ряда, до конца раппорта, я прошу прощения. Восьмой ряд вяжем точно так же, как седьмой. То есть все петли мы провязываем так, как они лежат перед нами. 8 лицевых, 2 лицевые скрещенные, 4 изнаночных, 2 лицевые скрещенные и 12 лицевых. Девятый ряд провязываем 8 лицевых, теперь 3 петли нам нужно перекрестить в левую сторону. 2 петельки оставляем перед работой на дополнительной спице, провязываем лицевую петлю и петли с дополнительной спицы провязываем лицевыми скрещенными за задние стеночки. Дальше будет 2 изнаночных и перекрещиваем 3 петли вправо, 1 петля на дополнительной спице за работой, провязываем 2 лицевые скрещенные и петля с дополнительной спицы тоже провязывается лицевой скрещенной. Дальше у нас будет 12 лицевых.
Вяжем 10 ряд. 7 лицевых. Теперь 2 петельки перекрещиваем в правую сторону. Одну оставляем на дополнительной спице за работой, либо меняем их местами. Провязываем лицевую скрещенную, и петля с дополнительной спицы тоже провязывается лицевой скрещенной. Дальше 3 петли перекрещиваем влево, 2 на дополнительной спице перед работой. Провязываем изнаночную петлю. Петли с дополнительной спицы вяжутся лицевыми скрещенными. Теперь 3 петли перекрещиваем вправо, 1 на дополнительной спице за работой. Провязываем 2 лицевые скрещенные. Петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной. И 2 петли перекрещиваем в левую сторону. 1 на дополнительной спице перед работой. Провязываем лицевую скрещенную, петлю с дополнительной спицы тоже провязываем лицевой скрещенной. Далее до конца раппорта 11 лицевых. Вяжем 11 ряд, 6 лицевых, перекрещиваем 3 петли вправо, 1 на дополнительной спице за работой, провязываем 2 лицевые скрещенные, петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной. Дальше у нас идет изнаночная петля. И теперь 4 петли нам нужно перекрестить в левую сторону. Мы 2 петельки оставляем на дополнительной спице за работой, можно оставить перед работой. Но мы вяжем по схеме, и вот здесь они все петли за работой. Провязываем все петли лицевыми скрещенными. 2 лицевые скрещенные и 2 лицевые скрещенные с дополнительной спицы. Далее у нас будет изнаночная петля, и перекрещиваем 3 петли влево, 2 петли на дополнительной спице перед работой, провязываем изнаночную петлю, петли с дополнительной спицы вяжем лицевыми скрещенными. Далее до конца раппорта у нас будет 10 лицевых. Пять лицевых, 3 петли перекрещиваем в правую сторону, 1 на дополнительной спице за работой, провязываем 2 лицевые скрещенные, петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной. Дальше у нас будет 2 изнаночных, 4 лицевые скрещенные, 2 изнаночных и 3 петли перекрещиваем в левую сторону, 2 на дополнительной спице перед работой, провязываем изнаночную петлю, петли с дополнительной спицы провязываем лицевыми скрещенными. И до конца раппорта у нас будет 9 лицевых. Вот как видите, вязать по кругу гораздо легче. Вот если бы мы вязали поворотными рядами, ну, пришлось бы петли все переворачивать, вместо лицевых вязать изнаночные, и тут еще с перехлестом петель в изнаночных рядах тоже было бы проблематично. Но это возможно, вязать этот узор поворотными рядами. Я вязала, начинала его вязать, и узор получается, но по кругу вязать его легче.
13 ряд, провязываем 4 лицевых, перекрещиваем 3 петли вправо, 1 на дополнительной спице, за работой провязываем 2 лицевые скрещенные, петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной. Далее вяжем 3 изнаночных, 4 лицевые скрещенные, 3 изнаночных, перекрещиваем 3 петли влево, 2 на дополнительной спице у нас перед работой, провязываем изнаночную петлю, петли с дополнительной спицы провязываются лицевыми скрещенными. И до конца раппорта у нас 8 лицевых. В 14 ряду петли вяжем по рисунку. У нас будет 4 лицевых, 2 лицевых скрещенных, 4 изнаночных, 4 лицевых скрещенных, 4 изнаночных, 2 лицевых скрещенных и 8 лицевых до конца раппорта. Вяжем 15 ряд, 4 лицевые, 2 лицевые скрещенные, 4 изнаночные, и 4 петельки перекрещиваем в правую сторону, 2 оставляем на дополнительной спице, за работой провязываем 2 лицевые скрещенные и петли с дополнительной спицы тоже вяжем лицевыми скрещенными. Вот такая у нас косичка из 4 лицевых скрещенных. Далее у нас будет 4 изнаночных, ну, дальше у нас петли по рисунку, 2 лицевые скрещенные и 8 лицевых до конца раппорта. Шестнадцатый ряд, 4 лицевые, 3 петли перекрещиваем в левую сторону, 2 на дополнительной спице перед работой, провязываем лицевую петлю и петли с дополнительной спицы вяжем лицевыми скрещенными. Дальше будет 3 изнаночных, 4 лицевых скрещенных, 3 изнаночных, и перекрещиваем 3 петли вправо. 1 на дополнительной спице у нас будет за работой, провязываем 2 лицевые скрещенные, петля с дополнительной спицы провязывается лицевой. И до конца раппорта у нас 8 лицевых. Вяжем 17 ряд, 3 лицевые, 2 петли перекрещиваем в правую сторону, 1 на дополнительной спице за работой, провязываем лицевую скрещенную, петлю с дополнительной спицы тоже провязываем лицевой скрещенной. Дальше 3 петли перекрещиваем влево, 2 на дополнительной спице перед работой,
провязываем изнаночную петлю, петли с дополнительной спицы провязываем лицевыми скрещенными. Далее у нас будет 2 изнаночных, 4 лицевых скрещенных, 2 изнаночных, 3 петли перекрещиваем в правую сторону, 1 на дополнительной спице у нас за работой, провязываем 2 лицевые скрещенные, петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной. И 2 петли перекрещиваем в левую сторону. 1 на дополнительной спице у нас перед работой, провязываем лицевую скрещенную, петлю с дополнительной спицы провязываем тоже лицевой скрещенной. И до конца раппорта у нас будет 7 лицевых. Вяжем 18 ряд, 2 лицевые, 3 петли перекрещиваем вправо, 1 на дополнительной спице за работой, провязываем 2 лицевые скрещенные, петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной. Дальше у нас изнаночная петля и 3 петли перекрещиваем влево, 2 на дополнительной спице перед работой, провязываем изнаночную петлю, петли с дополнительной спицы провязываем лицевыми скрещенными. Дальше изнаночная петля, 4 лицевые скрещенные, изнаночная петля, 2 петли перекрещиваем вправо, 1 на дополнительной спице за работой, вяжем 2 лицевые скрещенные, петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной. Дальше у нас будет изнаночная петля и перекрещиваем 3 петельки в левую сторону, 2 на дополнительной спице перед работой, провязываем 1 изнаночную, петли с дополнительной спицы вяжем лицевыми скрещенными. И до конца раппорта у нас 6 лицевых. Вяжем 19 ряд, 1 лицевая, 3 петли перекрещиваем в правую сторону, 1 на дополнительной спице за работой, провязываем 2 лицевые скрещенные, петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной. Затем у нас будет 3 изнаночных, затем 3 петли перекрещиваем в левую сторону, 2 на дополнительной спице перед работой, провязываем изнаночную петлю, петли с дополнительной спицы провязываем лицевыми скрещенными. Затем 4 петельки перекрещиваем в правую сторону, оставляем 2 на дополнительной спице за работой, провязываем 2 лицевые скрещенные и петли с дополнительной спицы тоже провязываем лицевыми скрещенными. Далее 3 петли перекрещиваем в правую сторону, 1 на дополнительной спице у нас за работой, провязываем 2 лицевые скрещенные, петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной. Затем вяжем 3 изнаночных и 3 петли перекрещиваем в левую сторону, 2 на дополнительной спице перед работой, провязываем изнаночную петлю и петли с дополнительной спицы вяжем лицевыми скрещенными. И далее 5 лицевых у нас до конца раппорта.
20 ряд. Провязываем лицевую петлю, 2 лицевые скрещенные, 5 изнаночных. Далее 3 петли перекрещиваем в левую сторону. 2 оставляем на дополнительные спицы перед работой. Провязываем 1 изнаночную. Петли с дополнительной спицы провязываем лицевыми скрещенными. Дальше у нас будет 2 лицевые скрещенные. И перекрещиваем 3 петельки в правую сторону. 1 на дополнительной спице за работой. Провязываем 2 лицевые скрещенные. Петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной. Дальше у нас будет 5 изнаночных. Две лицевые скрещенные и 5 лицевых петель до конца раппорта. Вяжем 21 ряд. Вот здесь внимание, здесь у нас идет сдвиг вот петель, вот эта пара петель лицевых скрещенных, она у нас сдвигается на одну петлю и вяжется так: 2 лицевых скрещенных, 7 изнаночных, вот эта петля провязывается изнаночной. Дальше 3 петли перекрещиваем влево, 2 на дополнительные спицы у нас перед работой, провязываем изнаночную петлю, петли с дополнительной спицы вяжутся лицевыми скрещенными. Дальше 3 петли перекрещиваем вправо, 1 на дополнительной спице за работой, вяжем 2 лицевые скрещенные, петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной. Дальше вяжем 7 изнаночных. Вот обратите внимание, эта петелька тоже провязывается изнаночной. И вяжем 2 лицевые скрещенные. И до конца раппорта у нас будет 4 лицевых. Двадцать второй ряд. Перекрещиваем 3 петли в левую сторону. 2 оставляем на дополнительной спице перед работой. Провязываем лицевую скрещенную и петли с дополнительной спицы тоже провязываем лицевыми скрещенными. Далее будет 7 изнаночных. Четыре лицевые скрещенные, 7 изнаночных, и 3 петли перекрещиваем в правую сторону. 1 оставляем на дополнительные спицы за работой. Провязываем 2 лицевые скрещенные и петля с дополнительной спицы тоже провязывается лицевой скрещенной. До конца раппорта у нас будет 4 лицевых. Вяжем 23 ряд. Лицевая скрещенная, 3 петли перекрещиваем в левую сторону, 2 петли на дополнительной спице перед работой, провязываем лицевую петлю, петли с дополнительной спицы провязываем лицевыми скрещенными. Далее будет 6 изнаночных,
4 петли перекрещиваем в левую сторону, 2 оставляем на дополнительной спице за работой, провязываем 2 лицевые скрещенные и петли с дополнительной спицы тоже провязываем лицевыми скрещенными. Далее будет 6 изнаночных. Три петли перекрещиваем с наклоном вправо. Одну оставляем на дополнительной спице за работой, провязываем 2 лицевые скрещенные, петля с дополнительной спицы провязывается лицевой. Далее вяжем лицевую скрещенную и до конца раппорта 4 лицевых. Двадцать четвертый ряд. 2 петли перекрещиваем в правую сторону, одна на дополнительной спице за работой, провязываем лицевую скрещенную, петля с дополнительной спицы провязывается лицевой скрещенной. Далее 3 петли перекрещиваем в левую сторону, 2 петельки на дополнительной спице перед работой, провязываем одну изнаночную, петли с дополнительной спицы провязываются лицевыми скрещенными. Далее 5 изнаночных, четыре лицевые скрещенные, 5 изнаночных, 3 петли перекрещиваем в правую сторону, петля на дополнительной спице за работой, провязываем 2 лицевые, петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной, и 2 петельки перекрещиваем с наклоном в левую сторону. Одна на дополнительной спице перед работой, или меняем так петли местами, провязываем лицевую скрещенную, петлю с дополнительной спицы тоже провязываем лицевой скрещенной. И до конца раппорта у нас 4 лицевых. Двадцать пятый ряд. Перекрещиваем 3 петельки в левую сторону. 2 на дополнительной спице перед работой, провязываем изнаночную петлю, петли с дополнительной спицы вяжем лицевыми скрещенными и повторяем еще раз. 2 на дополнительной спице, 2 петельки на дополнительной спице у нас перед работой, провязываем изнаночную петлю, петли с дополнительной спицы провязываем лицевыми скрещенными. Далее будет 4 изнаночных, 4 лицевые скрещенные, 4 изнаночные, и теперь 2 пары петель перекрещиваем с наклоном вправо. Одну оставляем на дополнительной спице за работой, провязываем 2 лицевые скрещенные, петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной. И повторяем так еще раз. 1 петля за работой, 2 лицевые скрещенные, петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной. Затем провязываем лицевую петлю, провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево. Одну петлю снимаем, провязываем лицевую петлю и протягиваем через снятую. И в конце раппорта будет лицевая петля. Мы провязали с вами 25 рядов, и вот в 25 ряду, как вы заметили, мы начинаем уже убавки. Вот одну убавку мы уже сделали. И вот как красиво у нас получается узор.
Вяжем 26 ряд. Провязываем одну лицевую. 2 пары петель перекрещиваем с наклоном влево. 2 петельки оставляем на дополнительной спице перед работой. Провязываем изнаночную петлю, петли с дополнительной спицы вяжем лицевыми скрещенными. И повторяем так еще раз. То есть, вернее, тут не 2 пары, а по 3 петельки мы перекрещиваем. 2 петли на дополнительной спице перед работой, провязываем изнаночную петлю, петли с дополнительной спицы провязываем лицевыми скрещенными. Далее у нас будет 3 изнаночных, 4 лицевые скрещенные, 3 изнаночных и 3 петли перекрещиваем вправо, 1 петля на дополнительной спице за работой, 2 лицевые скрещенные, петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной. И повторяем так еще один раз. 1 петля за работой, провязываем 2 лицевые скрещенные, петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной. И в конце, до конца раппорта мы вяжем 4 лицевые. Вяжем 27 ряд, провязываем 2 лицевых, 3 петли перекрещиваем в левую сторону, 2 на дополнительной спице перед работой, провязываем изнаночную петлю, петли с дополнительной спицы вяжем лицевыми скрещенными. И еще раз повторяем также с 3 следующими петельками. Далее у нас будет 2 изнаночных. Теперь 4 петли перекрещиваем в правую сторону, 2 оставляем на дополнительной спице за работой или меняем их местами. Провязываем 2 лицевые скрещенные и петли с дополнительной спицы вяжем лицевыми скрещенными. Далее вяжем 2 изнаночные и 3 петли перекрещиваем в левую сторону. Петля на дополнительной спице за работой, вяжем 2 лицевые скрещенные, петлю с дополнительной спицы вяжем изнаночной. И повторяем так еще раз. Петля за работой, 2 лицевые скрещенные, петля с дополнительной спицы вяжется изнаночной. И далее обратите внимание на схему. Здесь не показано убавление, но показано, что петля убавилась. На схеме видно хорошо. И поэтому мы сделаем убавление. Провязываем лицевую петлю и провязываем 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону. Одну петлю снимаем, вторую провязываем лицевой и протягиваем через снятую петлю. И 2 лицевые у нас будут до конца раппорта. То есть вот после провязывания вот этих наклонных петель у нас должно, посмотрите на схему, провязаться 4 лицевых, а у нас их оставалось 5. Вот здесь вот в схеме, я так считаю, что в схеме получается вот как бы ошибочка. Вяжем 28 ряд, 3 лицевых, 3 петли перекрещиваем влево, 2 на дополнительной спице перед работой, провязываем изнаночную петлю, петли с дополнительной спицы провязываем лицевыми скрещенными. И повторяем так еще раз. 2 петельки перед работой, 1 изнаночная, и петли с дополнительной спицы вяжем лицевыми скрещенными.
Далее у нас будет изнаночная петля, 4 лицевые скрещенные, 1 изнаночная, 3 петли перекрещиваем вправо, 1 петля на дополнительной спице за работой, провязываем 2 лицевые скрещенные, петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной. Повторяем так еще раз. И далее до конца раппорта у нас будет 5 лицевых. Вяжем 29 ряд. У нас будет 4 лицевых, 3 петли перекрещиваем влево, 2 перед работой на дополнительной спице, провязываем 1 изнаночную, петли с дополнительной спицы вяжем лицевыми скрещенными. И повторяем так еще раз. 2 петельки на дополнительной спице перед работой, провязываем изнаночную петлю, петли с дополнительной спицы вяжем лицевыми скрещенными. Далее у нас будет 4 лицевые скрещенные, и перекрещиваем петли вправо. 1 на дополнительной спице за работой, провязываем 2 лицевые скрещенные, петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной. И еще раз так повторяем. 1 петля за работой. Мне уже не очень удобно это вязать. 2 лицевые скрещенные, петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной. И провязываем 6 лицевых петель до конца раппорта. Вяжем 30 ряд. Я буду переходить на носочные спицы, мне уже начинаются убавления с 2 сторон, мне уже неудобно вязать. Провязываем 3 лицевых. Две вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону, так, за передние стенки. Дальше перекрещиваем 3 петли вправо, в левую сторону, 2 оставляем на дополнительной спице перед работой, провязываем изнаночную петлю, петли с дополнительной спицы провязываем лицевыми. И повторяем так еще один раз. 2 петли на дополнительной спице перед работой, провязываем изнаночную петлю, петли с дополнительной спицы провязываем лицевыми скрещенными. Далее будет 2 лицевые скрещенные и перекрещиваем петли в правую сторону. 1 на дополнительной спице за работой, провязываем 2 лицевые скрещенные, петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной. Повторяем так еще один раз. Далее за перекрещиванием мы провязываем 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону. 1 петлю снимаем, 2 провязываем лицевой и протягиваем ее через снятую петлю. Убавили еще 1 петельку. И до конца ряда у нас будет 5 лицевых. Вяжем 31 ряд, провязываем 5 лицевых. Не очень неудобно сейчас будет вязать. Три петли перекрещиваем с наклоном влево, 2
на дополнительной спице перед работой провязываем изнаночную петлю, петли с дополнительной спицы вяжем лицевыми скрещенными. Повторяем так еще один раз. 2 на дополнительной спице перед работой, провязываем изнаночную петлю, петли с дополнительной спицы вяжем лицевыми скрещенными. Теперь навстречу им перекрещиваем 3 петельки вправо. 1 на дополнительной спице за работой, провязываем 2 лицевые скрещенные, петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной. И еще раз так повторяем. Петля за работой, 2 лицевые скрещенные и изнаночная петля с дополнительной спицы. И дальше до конца раппорта у нас будет 7 лицевых. Вот такой раппорт. Вяжем 32 ряд, провязываем 6 лицевых. Затем 3 петельки перекрещиваем в левую сторону, 2 петли перед работой, провязываем изнаночную петлю, петли с дополнительной спицы провязываем лицевыми. Теперь вот у нас 2 петельки, мы меняем их местами, или первую оставляем на дополнительной спице перед работой, провязываем вторую петлю изнаночной и петлю с дополнительной спицы провязываем лицевой скрещенной. И вот так навстречу им перекрещиваем следующие 2 петельки. Одну петлю оставляем на дополнительной спице за работой, провязываем лицевую скрещенную, петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной. И далее 3 петли перекрещиваем в правую сторону, 1 петля за работой на дополнительной спице, провязываем 2 лицевые скрещенные, петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной. Дальше вяжем 3 лицевых, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону, вот так, с передней стенки, и 3 лицевых вяжем до конца раппорта. Вот так мы еще уменьшили раппорт. Какой получается красивый аран, мы уже его подходим к концу его вязания. Вяжем 33 ряд, провязываем 7 лицевых, дальше 2 петли оставляем на дополнительной спице перед работой, провязываем 1 изнаночную, петли с дополнительной спицы вяжем лицевыми скрещенными. Затем средние 2 петельки перекрещиваем в правую сторону, 1 петля на дополнительной спице за работой, либо меняем местами петельки, провязываем лицевую скрещенную, петля с дополнительной спицы тоже провязывается лицевой скрещенной. Дальше в правую сторону перекрещиваем 3 петли, 1 на дополнительной спице у нас за работой, провязываем 2 лицевые скрещенные, и петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной. Далее до конца раппорта вяжем 8 лицевых. Вяжем 34 ряд. Сразу в начале раппорта провязываем 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону. 1 петлю снимаем, 2 провязываем лицевой, протягиваем через снятую петлю. Дальше будет 4 лицевых. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, просто провязываем 2 вместе лицевой за передние стенки.
Дальше у нас 3 петли перекрещиваем в левую сторону, 2 оставляем на дополнительной спице перед работой, провязываем изнаночную петлю, петли с дополнительной спицы провязываем лицевыми скрещенными. Дальше 3 петельки перекрещиваем в правую сторону, 1 на дополнительной спице остается за работой, провязываем 2 лицевые скрещенные, петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной. Сразу за перекрещиванием провязываем 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону. Петля снимается, дальше лицевая петля и протягивается через снятую. И до конца раппорта мы провязываем 7 лицевых. Вяжем 35 ряд. 7 лицевых. Одна лицевая скрещенная. 2 петельки перекрещиваем с наклоном в правую сторону. 1 петля на дополнительной спице за работой, провязываем лицевую петлю, петлю с дополнительной спицы провязываем лицевой. Дальше будет лицевая скрещенная. И 9 лицевых до конца ряда. Вот посмотрите, мы закончили вывязывать аран, основную его часть, и дальше у нас уже пойдет дорожка с косичкой из этого арана вывязываться. Вот мы закончили здесь вывязывать, и дальше у нас идет вот такая дорожка. Мы с вами сейчас провяжем несколько, ну вот еще провяжем 10 рядов, чтобы вы поняли уже вот этот элементы мы провяжем, а дальше вы уже провяжете самостоятельно согласно схеме. Тут уже все понятно. После того, что мы с вами связали, какую грандиозную работу проделали, это уже просто пустяки. Вяжем 36 ряд, провязываем 7 лицевых. Лицевая скрещенная, 2 изнаночных, лицевая скрещенная, 9 лицевых. Тридцать 7 и 38 ряд вяжем петли по рисунку. Это значит, что мы вяжем петли так, как они лежат перед нами. У нас будет 7 лицевых, 1 лицевая скрещенная, 2 изнаночных, лицевая скрещенная и 9 лицевых. Вот так 37 ряд мы привязали, и 38 ряд мы вяжем точно так же. Сделаем это самостоятельно. Вяжем 39 ряд, 7 лицевых, теперь перекрещиваем средние 4 петельки, оставляем 2 петли на дополнительной спице за работой, провязываем лицевую скрещенную, провязываем изнаночную петлю и петли с дополнительной спицы провязываем так: 1 изнаночная, 1 лицевая скрещенная. И далее до конца раппорта у нас будет 9 лицевых. Теперь посмотрите на схему. 40, 41 и 42 ряд мы вяжем петли по рисунку. Мы вяжем эти ряды одинаково. Вот давайте 41 ряд с вами провяжем. 7 лицевых, лицевая скрещенная, 2 изнаночных,
лицевая скрещенная, 9 лицевых. И точно так же мы вяжем 41 и 42 ряды. Мы провязали 42 ряда, и 43 ряд вяжется точно так же, как 39. 7 лицевых, перекрещиваем 4 петли в правую сторону, 2 оставляем на дополнительной спице за работой, провязываем лицевую скрещенную, провязываем изнаночную петлю, и петли с дополнительной спицы провязываем так: 1 изнаночная и 1 лицевая скрещенная, и 9 петель до конца ряда. Девять лицевых петель, я прошу прощения. Вот так должно получиться. Вот такой получается узор. Я считаю, что я объяснила вам достаточно, что вам сейчас уже провязать дальше будет понятно. Вот он, 43 ряд, вот мы провязали, и дальше у нас косичка эта повторяется. Вот эти 4 петельки в центре вяжутся одинаково, а уже по схеме нужно смотреть, где мы будем убавлять петли. Вот в 46 ряду у нас идет убавка, в 54 ряду вот идет убавка у нас, и все. А так дальше вяжется все одинаково. И я думаю, что самое главное я вам показала. Что интересно, у меня получается шапочка, из чего можно сделать вывод, что таким узором можно вязать не только кокетки, но и шапочки. Еще такой элемент украсит любое вязаное изделие, можно его применить где угодно. Где-то на полочке, где-то на воротнике, где-то на лацкане, где-то по концам шарфа. В общем, очень красивый аранский узор получается. Давайте провяжем оставшиеся ряды самостоятельно. Ну вот, смотрите, я провязала полностью 58 рядов. Вот такая получается кокетка. У меня получилась шапочка. Правда, маленькая, но вполне такие шапочки можно вязать. Очень красивый узор. После ВТО он уже, петельки встанут на место, и он будет выглядеть гораздо симпатичнее. Вот, я хочу показать здесь переход. Кокетку мы с вами связали. Вот полностью узор кокетки мы с вами связали. Но здесь кокетка переходит в воротник. И вот последний, вернее, первый ряд перехода, или последний ряд вот нашего с вами мастер-класса, я вам сейчас покажу. Мы переходим на резинку 1 на 1. Первая петля лицевая, затем изнаночная, затем лицевая, изнаночная, лицевая. Теперь 2 вместе мы провязываем изнаночной. Вот 2 вместе мы провязываем изнаночной. И далее нам нужно перейти, так как мы переходим на резинку 1 на 1, нам нужно, чтобы у нас получилась лицевая петля. И мы провязываем 2 вместе лицевой. И дальше до конца ряда вяжем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная петля. Вот такой раппорт, вот такой переход. В процессе перехода мы убавили еще 2 петельки. И дальше уже вяжем воротник так, как
вам нравится. Хотите, вяжите резинкой, хотите, вяжите так, как по схеме. Там, в принципе, тоже все понятно. Мы научились с вами вязать кокетку вот с таким красивым аранским узором. Очень элегантный, такой благородный узор. Очень красиво смотрится. Давайте скажем спасибо Алене Браудо за идею мастер-класса. Я заранее прошу прощения, если я неправильно делаю ударение в фамилии. Ставьте лайки, если вам понравился мастер-класс. Ставьте лайки, если вам понравился узор. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Не забудьте про колокольчик рядом с подпиской. Нажав на него, вы будете получать уведомления о всех наших новых видео. Присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под видео, нажав на слово «Еще». Я желаю всем удачи и ровных легких петелек. Пока-пока.